Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный плов в рукаве. Получается безумная вкуснятина, даже вкуснее, чем классический плов. Проверенный лично малоежками, рекомендуем на 100%. Ссылочку на наш мукбанг канал, где мы дегустируем это блюдо, оставляем вам внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылочка внизу в описании под видео. Переходите, знакомьтесь, добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейший плов из курочки в рукаве. Мы начинаем. Итак, друзья, сегодня мы с вами готовим блюдо, которое превзошло все мои ожидания. Это блюдо получилось даже вкуснее, чем обычный классический плов. Для его приготовления нам потребуется одна курица. Курица моя получилась весом 1 кг 700 грамм. Также нам потребуется 2 моркови весом 350 грамм. Вес моркови, в принципе, не регламентируется. По рецепту 2 морковки. Просто я вас информирую, что мои получились весом 350 грамм. 1 стакан длиннозерного риса здесь у меня. И 2 стакана воды. У меня получилось 250 грамм риса и 550 миллилитров воды. Что касается специй, для курицы нам потребуется соль, черный перец по вкусу. У меня чайная ложка соли и 3 чайные ложки черного перца. Чайная ложка паприки, чайная ложка сухого чеснока, 5-6 веточек гвоздики, сушеные гвоздики вот такой. Небольшая луковица весом буквально 70 грамм. 1 столовая ложка соевого соуса, 2 столовые ложки растительного масла. Что касается специй для риса, нам потребуется также чайная ложка соли и пол чайной ложки куркумы. Также при желании можно положить небольшое количество изюма. Мы его любим, поэтому я положу в количестве 50 грамм. Опять же таки, количество изюма не регламентируется. Если вам не нравится, чтобы рис был сладковатым, тогда изюм легко можно заменить на барбарис. Для начала нам с вами необходимо замариновать курицу. Чтобы замариновать курочку, мы с вами соединим все ингредиенты, предназначенные для маринада курицы. 2 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка соевого соуса, паприка чайная ложка сушеного чеснока, 3 чайные ложки черного перца и чайная ложка соли. Все специи хорошо перемешиваем. Далее берем чашку, помещаем туда курицу. Заранее курицу я промыла холодной водой и просушила кухонными бумажными полотенцами. А далее начинаем со всех сторон курицу нашу обмазывать маринадом. Под крылышками, под ножками, везде. Вот так. Внутри тоже постараемся обмазать маринадом. Тщательно промазываем полностью всю курицу маринадом. Итак, друзья, курицу я замариновала, со всех сторон тщательно промазала, внутри в том числе. И я забыла вырезать вот здесь, вот у курицы, есть на задней части, на кончике, на копчике, железа, которую обязательно необходимо вырезать. То есть я сверху вот так надрезаю, держу вот так пальчиками и продолжаю резать до конца. Вот эту железу обязательно вырезаем, потому что в готовой курочке вот эта вот штука может нам испортить аппетит, поэтому ее вырезаем, выкидываем. Лучше, конечно, это сделать до маринования курицы, но я немножко забыла, поэтому, слава богу, что я это сделала до запекания курицы. Все, пока убираем в сторону. Курица будет мариноваться хотя бы с полчасика, пусть она полежит в специях. Чуть позже покажу, что делать с курочкой дальше, пока тем временем мы с вами займемся рисом и морковью. Морковь нам необходимо нарезать соломкой, то есть я вот так по диагонали разрезаю сначала на пластины толщиной примерно 4-5 миллиметров. Вот так. Затем эти пластины располагаю удобным для меня способом и разрезаю вот таким образом соломкой. 3-4 до 5 миллиметров тоже. В итоге у нас с вами получается вот такая соломка морковная. Таким образом нарезаю полностью обе морковки. Морковку я нарезала, пока ее убираю в сторону, она будет ждать своего часа. Что касается риса, нам его необходимо хорошо промыть холодной проточной водой. Несколькими водами промываем рис. Итак, друзья, рис я хорошо промыла. И у нас уже прошло полчаса с момента, как мы замариновали курицу. Дальше делаем следующее. Берем рукав для запекания, разматываем его. У меня он в виде рулона. Разматываем так, чтобы было с запасом. Разрезаем. Не забудьте на этом этапе поставить разогреваться духовку.
до 180 градусов. С одной стороны конец мы сразу завязываем вот такими вот стяжками, которые были в комплекте у нас. Так, и затягиваем. Делаем это как можно туже, потому что у нас с вами внутри рукава будет жидкая составляющая в том числе. Далее, с другой стороны открываем рукав. В рукав отправляется рис. Далее берем луковицу и гвоздику. Подготовленную гвоздичку вот таким образом втыкаем в луковицу. Есть мы это дело не будем, но зато нашему плову гвоздика с луком придадут невероятный аромат. Вот так в хаотичном порядке втыкаем гвоздику в луковицу и отправляем к рису. Сюда же в рукав отправляется морковка, изюм. Далее берем воду, в которую отправляем соль. Здесь я уже отмерила, и, как говорила раньше, здесь 550 мл. Также в воду отправляем пол чайной ложки куркумы. Все хорошо перемешиваем. Воду заливаем в рукав с остальными ингредиентами. Вот так прикрываем и хорошенько перемешиваем все между собой. Далее открываем рукав и в рукав отправляем нашу курицу аккуратно, чтобы жидкая составляющая у нас не вытекла наружу. Придерживаем обязательно рукав, чтобы у нас жидкая составляющая из него не вытекла. Сверху отправляем курицу, с другой стороны еще одной стяжкой закрываем. Далее берем противень. У меня прорезиненный многоразовый коврик, я его всегда использую, даже если готовлю в рукаве. Далее аккуратно курочку с рисом и морковью перекладываем на противень и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 2 часа. Спустя это время покажу, что у меня в итоге получилось. Ну что, друзья, прошло у нас ровно 2 часа. На протяжении всех 2 часов очень сильно был надутый у нас пакет. Далее разрезаем аккуратно пакет таким образом, чтобы пар из пакета нас не обжег. И давайте смотреть результат. Все, друзья, посмотрите, курочка у нас получилась зажаристая, мягкая, нежная. Рис полностью приготовился, можно сервировать и подавать к столу. Ну что, друзья, посмотрите, вот такая аппетитная вкуснятина получилась. Рис получается безумно, просто нереально вкусный. Рекомендую на 100%. Я уже попробовала небольшое количество. Выпекала в итоге я блюдо наше в течение часа при 180 градусов. В течение последующего часа при 150 градусов, чтобы курочка оставалась вот такая вот золотисто-аппетитного цвета. Что хочу сказать, учитывая тот факт, что из курицы выделяется большое количество сока, воды для риса было многовато, поэтому, как вы видите, у меня получилась шавля. Если вы любите рассыпчатый рис, тогда уменьшайте количество воды. Этот рецепт я однозначно буду повторять. Лишний раз убеждаюсь в том, что не всем кулинарным книгам можно доверять. Доверяй, но проверяй. Рецепт проверенный. Если в следующий раз я положу вместо 550 мл воды 400, рецепт будет идеальный. По вкусовым качествам он превзошел все мои ожидания. Нам с Алексеем не терпится уже попробовать всю эту вкусняшку на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.